Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Наша традиционная встреча с Пламеном Пасковым прямо сейчас. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу большую, тревожную, зато очень любознательную и, скажем так, аудиторию, проживающую в сложнейшей политической жаре лета 2025 года. Киев и Одесса сегодня в огне. Большие пожары, попадания, прилеты. Конечно, статистика сбитых воздушных целей от украинских вооруженных сил, воздушных сил, к ней уже по-разному относятся, где-то даже философски, можно сказать. Но, тем не менее, мы видим о том, что урон наносится. Многие говорят, что ответ Путина за стратегические аэродромы будет растянут во времени, и какой-то кульминацией станет некий удар или орешником, или ликвидация каких-то знаковых фигур, мол, вот тогда будет отмщение. Пока все сыпется на голову украинцам, а Зеленский всю неделю прошлую осторожно, а сейчас вот прям с открытым забралом пошел и говорит: «Америка, реагируй». А Трамп молчит. Почему? У Трампа достаточно серьезные, во-первых, дела и проблемы, потому что вполне вероятно, это моя гипотеза, вполне вероятно, речь идет о появлении либо заявке какой-то третьей силы. И помимо третьей силы я имею в виду не республиканцев и демократов, а я имею в виду глобалистов и изоляционистов. Но это другой отдельный разговор. Кроме того, у Трампа есть достаточно других инструментов, которых он озадачил заниматься всеми этими вопросами под названием Кейт Келлог, под названием Стивен Витков, под названием любых других, в том числе, естественно, Марко Рубио, который должен этим заниматься. То есть есть достаточно должностных лиц. Не будет же он нянчиться, быть токарем, пекарем, слесарем и аптекарем, когда у него есть достаточно такой кадровый ресурс, которому все это можно распределить. Когда он старался все это как-то нажать или вообще это довести, он довел до того уровня, который ему технологически пока что выгоден, а именно договор об эксплуатации этих недрах. Правда, вот эти военные действия сейчас с этими недрами, на самом деле вопрос пока что висит на документальном, а не на практическом уровне. Но когда вы говорите, что Трамп совсем удалился, это не совсем так, потому что 2 июня, когда произошла операция «Паутина», тогда Трамп позвонил Путину, и Путин ему сказал, у меня там в True Social я подробно уже разбирался с этим текстом, Трамп, мало того, это на самом деле действительно была инфарктная ситуация для Трампа. Почему? Потому что там были две версии этой же публикации. В первой версии он, грубо говоря, говорил с Путиным как будто, умоляющий, то есть тот, который напрашивается на разговор и даже просил какую-то поддержку со стороны Путина разобраться с Ираном, как будто Трампу нужен посредник для того, чтобы решить вопрос с Ираном. То есть как-то гегемон – это недогегемон, причем на таком практически официальном уровне, за что стали его не просто клевать, а стали его рвать, можно сказать, противники всего этого курса Трампа и политические, идеологические и другие подобные, и стали угрожать именно тем же, чем его угрожали на всю его прошлую каденцию, а именно импичментом. Вплоть до, если помните, недельку-две до конца его каденции, в январе 2020 года, они тоже говорили импичмент. Зачем вам он уходит через недельку-две там вообще-то совсем официально? Какой еще импичмент? Нет, они очень сильно настаивали, всерьез настаивали. После этого он убрал вот этот эту свою публикацию в True Social. Хорошо, что это в его собственной сетке. Было бы там это в Фиксе, то бишь Твиттере когда-то. Наверное, она висела бы все еще. И потом выложили другую версию, где, мы разговаривали с Путиным, который сейчас можно ее найти. То есть над Трампом в связи с тем, что произошло в рамках операции «Паутина», которая на самом деле тянулась 2-3 дня, потому что это далеко не только удары по стратегам, но и по всем остальным. Не будем сейчас это подробно еще раз обсуждать. По-моему, мы это на прошлой неделе уже обсуждали. Для него это вылилось достаточно грозной, серьезной угрозой, простите за некоторую тавтологию, его статуса, его возможностей, вообще всего его дела. Кроме того, высветилось уже в рамках этой недели, после того, как на прошлой неделе мы с вами общались, что Россия держит в ответе и указывает обвинительным пальцем за операцию «Паутину»
не на Америку, а именно на Великую Британию. И вчера даже бабахнули на британское, по-моему, посольство в Киеве, где уже британских виз на некоторое время будет невозможно выдавать при лучшем на то желании, но желания будет недостаточно, технические возможности не будут. То есть удар по посольству, это не просто так, это не отломки, это не сбитый там ПВО какой-то. Это совершенно целенаправленно. И Лавров об этом даже говорил. Британцы нам виноваты за то, что случилось с нашими стратегами, то есть угроза ядерной безопасности России. Все, никакой Америки они не указывали. Поэтому то, что сейчас усиливается, кстати, мы это и прогнозировали, если помните, что Орешник следует ли ожидать? На мой взгляд, не следует. Следует ли ожидать ТЯО, то бишь тактические ядерные? Не следует. Просто потому, что, понимаете, чисто технически я ставлю себя, например, на место Владимира Путина. Это, конечно, не мой герой, но для того, чтобы ответить и понять ситуацию, всегда надо ставить себя на место человека, который должен принять решение в условиях той ситуации, которая уже известна. Если мне нужно ответить на то, что мы стратеги там пострадали, репутация пострадала и много чего там другого пострадало, я должен быть как? На территории Украины по городу-герою Киеву, по Киеву мать городов русских, где вообще-то Хорев, Щеки и Лебедь, и там Печорская лад, да туда что ли я должен быть? Пока, вроде бы город русский. Если я буду бить именно по русским, то какой я спасатель, какой я вообще-то восстановитель и там собиратель земли русской. Народ не поймет. Народ не поймет, потому что 4 миллиона там проживает. Если ТЯО либо Орешник угробит там пару-тройку процентов из этого населения, никто никогда больше не простит, даже в России не простят, потому что родственников у россиян, которые проживают, в том числе, естественно, и в Киеве, очень-очень и много. Никто не поймет. Значит, куда надо бить? Если такой военный объект на территории Украины, который стоит заниматься Орешником, потому что Орешник достаточно дорогое оружие. Причем Орешник придуман не для той демонстрации, которая была сделана на территории Южмаша недавно, в Днепропетровске, то бишь Днепре, а Орешник придуман в качестве носителя ядерного оружия. Там это было с пустыми, скажем так, ракетами, которые взрывались просто из-за кинетической энергии, из-за сверхзвуковой скорости, потому что это чистая механика, чистая кинетика. Но если там их нужно начинить хоть какими-то там бризантными, либо фугасными, либо неважно какими-то зарядами, даже не ТЯО, это будет другое. И где это тот объект, который стоит такой один Орешник? Один Орешник – это 1,5 миллиарда. Это тогда стоило только с точки зрения расхода, сотни миллионов, а некоторые говорят, на 1,5 миллиарда. Что я должен такое себе выбрать? Где такой военный объект на территории Украины, либо знаковый, который можно именно Орешником бабахнуть и сказать, другие типа либо не пострадали, либо пострадали очень немного. Иначе это зачем? Но единственное, что стоит лупить, я удивляюсь, почему они это все еще не делают, и удивляюсь уже 3 с чем-то лет, потому что это чисто военная логика такая, нужно лупить на вход между Польшей и Украиной, ЖД, где эти составы поднимаются из-за разного, там, скажем так, размера вот этих там ЖД рельс и так далее и тому подобное, откуда все приходит. Все приходит в Украине, все боеприпасы, вся военная техника, все приходит с 2 точек. Это порт Одесса, который, естественно, лупят нещадные, который не знал, годится ли он уже в этих целях, или кое-что, кое-как частично работает, наверное, частично кое-что работает. И это вот эта ЖД-линия Жешув, Львов, соответственно, Житомирская трасса, Киев. По этой трассе, если ты рубанул бы, тебе не приходилось бы думать взрывать или лупить по мостам Днепра. Тебе не приходилось бы делать все то, что ты сейчас делаешь. Потому что все эти боеприпасы просто не дошли бы и до линии фронта. Соответственно, этими запасами можно было бы истощить месяца на 2-3 максимум. Большинство, скажем так, линии обороны это пару-тройку недель, месяц максимум. И все дела, и не 3,5 года, и не сотни тысяч погибших, и не 6 тысяч трупов, и не заявление, что еще 40 тысяч там ждут фрижератора. Все это не было бы. Лупи там, прерви туда, перережь вот это, уничтожь склады около Львова, и если так сильно хочешь продемонстрировать какую-то сверхполитическую субъектность, можешь рубануть по этим складам, которые около города Жешува, потому что именно там все это складируется, что потом грузится на эти составы, и тогда, соответственно, можно все остальное делать. Не буду объяснять, что, конечно, это не происходит. Пламен, тут возникает момент, и это, кстати, правда. Многие даже видели определенную конспирологию
уличали стороны, да, в конспирологии, и говорили о том, что не бьют по западу Украины, делают это по каким-то договорникам, но последние удары, они все-таки показывают, что ракеты летят на запад, в том числе на запад, и эти удары начали наноситься. Пламен. Мединский же рассказал очень интересные вещи. И Лавров тоже. Очень интересные вещи. Значит, Лавров заявил о том, что до 22 года, почему, мол, мы начали то, что россияне называют СВО, потому что была четкая информация, что не только там НАТО это одно, но там ракеты будут размещаться. Поэтому, исходя из этих данных, которые там говорил Лавров, то тут уже понятно, почему Россия пошла войной. Мединский говорит о том, что просит народ орешником, так сказать, влупить, но рассказал очень интересную историю, когда проект договора он передал Зеленскому 28 февраля 2022 года. 2 недели тот взял паузу, начали встречаться, начали что-то обсуждать. В общем, сказали, что с украинской стороны посоветовались с партнерами, приезжал Джонсон, приезжали все, Остин приезжал, глава Госдепа при Байдене, Блинкен приезжал. И вот они посоветовались. В общем, партнеры не дают гарантий, поэтому будем воевать. Или вы нас победите, или мы вас победим. Это процитировал Мединский те разговоры. Сегодня, прям как гром среди ясного неба, прозвучал Рютте. Он вообще вышел со вчерашними заявлениями какими-то такими достаточно яркими, мощными, как у нас говорят в Украине, потужными. Говорит против НАТО прекращения огня, потому что в России останется много военного ресурса, и это угроза НАТО, угроза Европе, европейским странам НАТО. И понятно, там еще сделал ряд заявлений по поводу, скажем так, давления на Россию, по поводу вступления Украины в НАТО. Сейчас во-первых, непонятно, почему так долго молчали. Допустим, россияне и так не формулировали, хотя полунамеками формулировали так. Сказать, что там диаметрально противоположное что-то говорили, нет, это неправда. Но в открытую таким образом мы эти заявления не слышали. Но и Рютте выдает какую-то определенную сценарную часть этой войны. Получается, если послушать Рютте, то Зеленский, который говорит о том, что мы за прекращение огня, давайте заставим Россию прекратить огонь. Это игра? Это их игра, и очень интересные и очень важные, на мой взгляд, признаки, которые вполне могут означать, что сейчас идет реконфигурация НАТО как таковым. Понимаете, НАТО до 22 года, 21 века было совершенно понятной организацией. 70 плюс процентов, 73-77 иногда из всех бюджетов НАТО оплачивались Соединенными Государствами Америки. Соответственно, все верховные главнокомандующие сухопутных сил НАТО всегда были единственные только американские кадровые генералы. Когда я их считал, их уже, по-моему, 20 или 21, не суть, только исключительно американские кадровые генералы. Все генсеки НАТО выбирались из стран, которые, кстати, удивительно, политический профиль у них всегда такие работнические, практически почти коммунистические партии. Немножко не так называюсь, примерно такого же толка, с труднопроизносимыми скандинавскими фамилиями, что Столтенберг, что Расмуссен, что Марк Рютте сейчас, что неважно как и что. И они были спикерами. Они были именно генсеками, генеральный секретарь. Здесь пунктик не на слово генеральный, а на слово секретарь.
Они были секретарями, потому что сам генсек НАТО и сами европейские страны НАТО не располагали бюджетами, они были плацдармом, они были территорией. НАТО – это огромные бюджеты, серьезная авиация, серьезные разведданные, некоторые железо, имеется в виду какая-то бронетехника и кое-что, но крайне недостаточно, и почти никакие реальные сухопутные силы. Единственная, вернее, самая большая армия в НАТО, больше, чем все остальные армии НАТО вместе взятые на территории европейского континента, это турецкая армия, которая воюющая армия. После турецкой армии самая большая не какая-то западная армия, а именно польская армия. И только после польской армии можно там ставить в очередь какие-то другие, более-менее такие серьезные, либо значимые европейские страны. То есть НАТО это был ЧВК Соединенных Государств Америки для решения военных вопросов на территории европейского континента. Эта необходимость отпала. Причем она отпала с 2016 по 2020 год. Дональд Фредерикович Трамп начал их заставлять выделять как минимум 2% из своих бюджетов, потому что они до этого выделяли 1 или глубоко меньше 1% из своих бюджетов на оборону. Потом он стал просить больше. Потом была каденция Байдена, когда этот разговор с требованием к этим странам как-то утих и так далее и тому подобное. Потом вернулся сейчас и 130-140, не знаю сколько дней, каденции Дональда Фредериковича Трампа. Его победение за все эти первые 100 плюс дней указывает на то, что мы выводим наши армии НАТО из Европы. Правда, по правде говоря, простите за тавтологию, он их сокращает, выводит частично и проводит некоторые ротации. То есть сказать, что они выходят, это не совсем так. Их сокращают, их переводят. Это более точно. Он прекращает бюджетирование вот этого НАТО и прекращает выделение финансовых и других боеприпасных средств в сторону Украины, кроме тех, которые нельзя не выдавать, потому что они уже договорными обязательствами были связаны еще времен Байдена, но как они закончатся, он собирается их не возобновлять. Примерно вот так. И в результате всего этого я понимаю, что на Украине это как-то не чувствуется, не понимается и не видится, просто потому что люди живут в совершенно другой информационной среде. Но я это проживал в Европейском Союзе, в Восточной Европе, в моей родной Болгарии. И мы прекрасно знали и видели, как происходят все политические процессы, политические нарративы и вообще-то все там идеологии и планы и риторика политическая, когда гегемоном был действительно США, когда здесь царствовали и властвовали американские НКО, фонды Сороса, ребята разные, американское посольство буквально прямиком либо назначало, либо чуть ли не увольняло премьер-министра Болгарии или других важных значимых лиц, либо указывало, кто должен быть министром. То есть занимались прямым механическим ручным управлением, причем не только у нас, и в других странах Европы. Они этим занимались. Они Ангелу Меркель прослушивали ее мобильные телефоны, никто не скрывался, и никто даже это скандалом это не назвал. И она сказала, да мне вообще-то все равно, я ничего против не имею. Она канцлер Германии, 4 мандата как-никак. А теперь, когда Дональд Фредерикович Трамп выводит США, то есть происходит деамериканизация европейского континента с политической, с военной, с натовской точки зрения, с финансовой, с другой и так далее и тому подобное, нарративы остаются. Все остается то же самое, вся та же самая какая-то клиническая русофобия. Россия – это вообще-то центр мирового зла, нам нужно вооружаться, хотя неизвестно откуда деньги и так далее и тому подобное. То есть нарративы остаются, как будто американцы ушли, музыка закончилась, они все еще пляшут. Они действительно пляшут. В переводе это что означает? А это означает, что новый гегемон принял эстафету, по крайней мере, на управление, конечно, не всего мира, но европейского континента. И этот новый гегемон продолжает осуществлять, скажем так, нажимать на рычаги управления по всем этим направлениям. Кстати, этот новый гегемон, у которого не сильно большая армия, 73 тысячи, по-моему, я про Великобританию, для того, чтобы сохранить свою политическую субъектность, специально сделали референдум и специально вышли из Европейского Союза, примерно чуть меньше 10 лет назад. Потому что страны, которые остаются в Евросоюзе, они не субъектные. Все, начиная с Лиссабонского договора, потом проходя через дополнительные инструменты, которые они десуверенизировали даже институты самих стран. И это сейчас подробно рассказывать не буду. Это архиинтересно, архиважно. И объясняет много чего, но сейчас это рассказывать не буду. А получается так, что сейчас Великобритания
править и рулить и процессами, и военными вопросами на территории Украины. Великобритания продолжает заниматься именно этими нарративами, грубо говоря, подстегивает все эти политики, армии, бюджеты, направления, тренды, идеологии в Европе, не только в Восточной Европе. И, о чудо, оказывается, у Великобритании они пока что не сильно раскошеливались, и у них есть действительно большие, серьезные, тяжелые, неприятные проблемы, но у Великобритании, ровно так же, как и у США, есть собственный финансовый эмиссионный центр. Причем этот собственный финансовый эмиссионный центр называется Bank of England, функционирует с 1694 года, то есть на почти 200 лет, можно сказать, раньше, чем Федеральная резервная система. И более того, именно банкиры и учредители Bank of England учредили 1913 год, с 1908 по 1913 год Федеральную резервную систему, которая в США, потому что банкиры физически те же самые, не просто идеологически, они физически те же самые кланы это делают. То есть, если сила США заключается в том, что они в состоянии печатать долги, называть их деньгами, но с этими деньгами, то есть с этими долгами можно действительно много чего купить, материальное, физическое, и можно много чего там нарастить, в том числе и военные бюджеты и всего остального. У Великобритании ситуация практически та же самая, потому что таких суверенных финансовых эмиссионных центров в мире раз-два и обчелся, других-то так много нет. И то, что у Великой Британии нету большой сухопутной армии, это из-за отсутствия желания и решения, чтобы она была. Потому что им это не нужно. А почему им не нужно? А потому что Великобритания – это глава Commonwealth. Что такое Commonwealth? А это 56 стран мира с общим населением 2,4 миллиарда населения. Зачем им армия, когда они могут подстегнуть те же самые страны из Commonwealth, которыми они управляют, которые являются ребрендингом Британской империи, и если им что-то нужно, они оттуда все это получают, потому что на этом острове ресурсов нет, а люди там живут, скажем так, не хуже, а можно сказать даже сильно лучше, довольствуют, чем остальные страны Европейского Союза, хотя ресурсов на этом туманном острове не так много. Кто сражался на Европейский театр военных действий Первой, да еще и Второй мировой войны? Австралийские, новозеландские солдаты, гурки там вообще-то, индийцы, естественно, воевали и прочее. В Первой мировой войне и негры на территории Европы тоже сражались под британским флагом, потому что британская ведь империя, в конце концов. Могут ли они сейчас это сделать? Могут. Они контролируют всеми этими услугами, стандартами, морским правом, финансовой системой, политическими системами. Они оставили местные вожди там править, типа как-то изображать. Но это вопрос прокси. Могут ли они это сделать? Могут. То есть сейчас, с моей точки зрения, происходит реконфигурация НАТО. Если Америка больше не хочет платить за эту НАТО, это НАТО сейчас будет реформироваться, либо уже реформация его началась, потому что, давайте так, Дональд Фредерикович Трамп не дает ни снаряды, ни деньги, ничего. И несмотря всего этого, да, у украинской армии есть тяжелый кадровый дефицит личного состава, хотя, судя по тем цифрам, которые озвучил Алексей Николаевич Арестович, должно быть количественное преимущество, хоть и небольшое, но все-таки у украинской армии, которая 1 миллион с небольшим. Не суть. Суть в том, что все равно военные действия продолжаются, и есть чем стрелять, есть как производить дроны. Да, Россия уже производит больше дронов и давит, но производство дронов у Украины не прекратилось, не преуменьшилось и продолжает, грубо говоря, огрызаться и сопротивляться. Откуда эти ресурсы? Где деньги, Зин? Очевидно, что деньги идут не на те публичные ресурсы, которые мы имеем сомнительное удовольствие читать и рассуждать и делиться здесь в качестве цитатами, а идут и другими способами. Потому что иначе продержаться при условии отсутствия собственного военно-промышленного комплекса, уж извините, даже, скажем так, ярые пропагандисты Банковой говорили, что не было бы вот эта западная помощь, но у нас ресурс продержаться даже на этот напор 2022 год, 24 февраля, который, пару месяцев, не больше. Они это честно признавались. И так оно и есть. То есть сейчас и происходит реформация НАТО, и когда Марк Рютте это говорит, у Марка Рютте нету собственных бюджетов, у Марка Рютте нету собственных дивизий. Еще раз, он генсек. А если этот генсек говорит, и он прекрасно понимает, что Америка самоудалилась от всех операционных вопросов НАТО и остается просто каким-то мажоритарным, скажем так, соучредителем, потому что никто им все еще не платил за то, что они, грубо говоря, инвестируют, у Марка Рютте, чтобы он заявлял, что нам нужно готовиться воевать, и вообще-то
мы против того, чтобы прекратились военные действия на территории Украины, это означает, что он перпендикулярно идет вразрез с, скажем так, с позиции Белого дома, с позиции овального кабинета. Коли так, за ним какая-то сила. Какая сила? Дании, что ли? Голландии, что ли? Может, Франция, может, Италия, может, Испания. Естественно, единственное, только Великобритания. Никто другой такую силу на такие слова, на такие заявления дать не может. Именно так я это воспринимаю. Простите за немножко более такой... Нет, как британцев победить? Подождите. Ну, смотрите, я почему так задаю вопрос? Многие же скажут, у нас вышла социология КМИС сегодня о том, что там, в общем, все украинцы за то, что, в общем, против, чтобы идти по 82%, чтобы идти по российскому сценарию регулирования, а там 30 с чем-то процентов в принципе говорят, что территории, конечно, мы пожертвуем, но, в общем, на самом деле 52% продолжение войны, в общем, действительно, ну, боевой такой опрос вышел КМИСа сегодня. Главное, чтобы они не воевали. Они за, но без них, да? Просто поймите, ведь если, например, ну, это как бы британские игры, мы видим, сейчас там окучивается Казахстан, он давно, кстати, окучивается, но вот сейчас произошли там ряд встреч, там спецслужбы перенимают опыт, причем такие разные там контакты, и вообще все всегда знали, да, что Британия, в общем, занимается там судами Казахстана, то есть это понятная история. Средняя Азия очень серьезно, да. Ну, Казахстан просто самая большая страна в Средней Азии, вообще, в принципе, да, такой гигант, мощный, на самом деле, и промышленный, и вот такой объект. Почему британцам никто ничего не может противопоставить? Ведь по большому-то счету, ну, слушайте, ну, сказать, что у них там шибко большие запасы вооружений, там по людям вы объяснили, да? Но ведь можно точно так же, как стратегические российские получили удары в результате диверсий. Можно же тоже организовать какую-то диверсию, чтобы как бы видела корона, что тоже есть как бы сила. Или нет такой силы, которая противостоит Британии? Все так или иначе на нее замыкаются. Для того, чтобы победить Великобританию, кто-то должен, во-первых, это заявить, во-вторых, должен пойти напрямую, и в-третьих, должна быть причина, то есть мотив, ради чего. Ради того, чтобы поменять, грубо говоря, короля на какой-то царь, или царя на генсека, или генсека на какого-то уполномоченного представителя, или ради чего. Понимаете, когда у тебя, простите, пожалуйста, когда у тебя первый по времени банк, который имитирует бумажные деньги с так называемым частичным золотым обеспечением, то бишь неизвестным можете не быть. Я вообще вырублю это устройство, простите, забыл. Сейчас отрубим Telegram, чтобы никто себе не позволял нам больше мешать. Простите за неудобство. То есть они, давайте небольшую, она очень важная для понимания, в том числе и сегодняшнего дня, историческая справка. Было время, когда британский король был в ужасном финансовом положении, перетерпел огромные военные потери на военно-морском поприще, Франция их била по всем морям, Испания их била по всем морям, денег нет, лес вырублен, Шервудского леса и дуб Робин Гуда почти, наверное, его тоже не было, замок у него рушится, и он играет в шахматы с шотландским лордом Паттерсоном. Это действительно история, это не байка. Играет он в шахматы и жалуется на то, что ты видишь, ты играешь сейчас в шахматы с королем, но у меня ситуация скверная, ужасная, страна разваливается, у меня денег нет даже ремонтировать этот замок. Вообще ужас, кошмар какой-то. Происходит это под конец 17 века, а еще точнее 90-е годы 17 века, 1690-е годы 17 века. И играют они в шахматы, чешут репы, думают, обсуждают, жалуются на жизнь. Ну, там, о чем мужики вообще могут разговаривать. И внезапно лорд Паттерсон говорит: а ваше величество, у меня есть идея, что можно сделать для того, чтобы решить все эти вопросы. Ну, король говорит: какая может быть идея, когда у меня золота нет, денег нет, древесины нет, армии нет, флота нет. Ну, говори, что хочешь, какая там разница. Неважно, какая невероятная у тебя идея. Давай, просто хотя бы так. И он ему рассказывает: ну, ваше величество, понимаете, Швеция – это первая страна
в Европе, которая стала выпускать бумажные деньги с полным, категорически полным золотым обеспечением. Если у вас сейчас нет золота, и вообще-то у нас ситуация скверная, тяжелая, мы можем начинать собрать там все, что можно, особенно там слой джентри, там это после большие войны, там малая и красная роза, которая там истребила полностью всю британскую аристократию, и для того, чтобы ее физически восстановить, пришлось ввести, скажем так, систему джентри, то бишь те, которые покупают свои перы, лорды, свои посты из простолюдины. Ну, простолюдины это, естественно, мародеры, которые нажились в результате этих войн, ну, это уже не аристократия, но не суть. И мы можем создать Bank of England, где будем печатать вот эти бумажные денежки, и будем говорить, что это с частичным золотым обеспечением. Король сказал, так это жульничество, это фальшивая монета чистой воды. Никто не поверит, никто на это вестись не будет, и более того, могут нас и повесить, или убить, или заколоть. Не-не-не, Ваше Величество. Ваша фамилия будет наследственным, вообще-то официальным потомственным учредителем, и ваш образ будет на этих деньгах, и вы будете гарантом. Вы, корона, будете гарантом вот этих денег. Не какой-то банк, а именно корона будет. Король просто из безвыходности согласился, и, о чудо, народ купился, стал вестись, и флот стал восстанавливаться, древесину стали закупать. Кстати, когда создавали этот Bank of England, инвестиционный капитал, который они внесли, даже вся эта аристократия, у которой хоть что-то было, и слой джентри, они внесли не физическое золото, они внесли так называемые мерные рейки. Мерные рейки – это доска, на которой написано, что лорд такой-то числа такого-то вносит в казну такое-то количество золота, такого-то числа и так далее. Эту рейку ломают, половину остается у лорда, другая половина идет в казначействе в качестве облигаций, там обеспечения, там векселя, что называется. И до 1826 года, с конца 17 века по 1826 год, это было официальным платежным средством, с которым платили даже налоги. Дерево, просто дерево. Ну, на это дерево народ купился, Британская империя восстановила свой флот, Британская империя выиграла уже сражение против Франции, против Испании благодаря именно этим бумажным деньгам. Британская империя стала разрастаться и иметь уже многие колонии, над которыми солнце не заходило. И они таким образом создали определенную агентуру, которая стала даже соперничать, либо использовать агентуру Ватикана. А агентура Ватикана – это 2000 с чем-то лет, естественно. То есть сила сегодняшней Великой Британии – это не в Виндзорском замке, в Букингемском дворце, либо там в славном Лондонграде, там на туманном там реке Темзе и так далее и тому подобное, а это именно в этой агентуре, в этом праве печатать либо определять, что есть деньги. Это очень важное право, потому что если у тебя есть право определять и решать, что есть деньги, бумажные, металлические, биткоиновские, неважно какие, то у тебя есть право быть властелином значения слов. Но белые, пушистые, демократические, либо террористические, ужасные, кошмарные, это они сами решают, потому что они управляют уже всеми остальными процессами, и они определяют, золото – это ценность или нет, или что-то другое будет какой-то ценностью или нет. Поэтому победить Британию, заканчиваю секундочку, можно только если сломать систему, либо сделать систему, которая переплюнет эту систему. И мы с 1914 года видим, как Федеральная резервная система США, хотя они физически, еще раз, отпрыски и отпочковались из тех же самых банков England, они уже конкурируются, это уже внутривидовая, не межвидовая, а внутривидовая банкстерская конкуренция. И в рамках 20 века на некоторое время Федеральная резервная система стала верховодить, и Федеральный резервный доллар, который 1913 год имел от 11 до 13% из международных расчетов, к столетию создания Федеральной резервной системы, то бишь в 2013 году, имел уже 87% из мировых расчетов. То есть там британского паунда, как сами понимаете, ну да, было, но он уже там сильно вытеснен. Сейчас для того, чтобы победить Британию и решить эти вопросы, нужно решать не побеждать Британию. Четвертая мировая война ведется не между государствами, хотя это формально сохраняется. Не за территории, даже не за ресурсы. За другие разные модели образа мира, энергетики, монетарной системы, энергетической системы, демографической системы, политической. Все другое. За это, то есть Великая Британия это одна из важных целей, но это категорически не есть никакое решение вопроса. Пламен, вот вы говорите, ценность, хозяева денег,
Но мы же сталкиваемся, если смотрим на ситуацию в Украине, с хозяевами людей. Зеленский сделал ряд заявлений, ну, там начинал о том, что сдавайте... Ну, как он договаривался, да, с западными партнерами, мол, давайте не то мы ключи от ракет передадим Украине. Ну, вот такие, в общем, бравурные заявления. Понятное дело, что никто на это не пошел, а сейчас об этом рассказывать постфактум это дело такое, но давайте посмотрим в будущее. Активно продвигается тема, что нужно объявлять мобилизацию женщины и объявлять мобилизацию с 18 лет. И вот Зеленский делает, как по мне, ну вот тоже, да, кто следит, тот видит, да, что каждый день с там, упорством только Зеленского идут заявления от него, от Ермака, от разных ломов, от всех на свете, что, мол, давайте санкции, давайте там 500%, в общем, короче, надавите все на Россию, смотрите, что же это делается. Там Софию Киевскую повредили, какой-то карниз слетел, в киностудии Довженко там уничтожили декорации к фильму Довженко, Одесскую киностудию, имеется в виду в Одессе, не Довженко в Киеве, а в Одессе. Киностудию одесскую, в общем, повредили, и вообще там сейчас начинают говорить. Причем самое интересное, что вот это забивается лента, вот что повредили вот эти объекты, ну, абсолютно там культурное, понятное дело, да, важное. Ну, а что горело на Петровке, никто не говорит. Жуткий пожар в Киеве, там, не знаю, просто неимоверный. Там люди запечатывали окна, потому что куда-то прилетело и что-то горело. Вертолеты, авиацию пожарную поднимали, с Днепра черпали воду и пытались гасить. То есть это беспрецедентно. Хотя над Киевом, над Украиной бесполетная зона. Ну, понятно, да, для служебного транспорта, но тем не менее, это на глазах у всех это все происходило, что, ну, понятное дело, все сбили. Точно так же, ну, наверняка мы не знаем о многих других последствиях, да, там, тех или иных атак. Зеленский делает заявление, что, ну, мол, почему западные партнеры санкции не вводят? Значит, партнеры перечисляют причины, почему они не решились на санкции. Ну, я просто напомню, есть против России санкции. Но я так понимаю, на вот эти санкции, которые сейчас требуют... 17-й пакет, который, да. Нет, ну вот сейчас, наверное, 18-й пакет, или вот эти санкции из ада, которые требует Зеленский в последние дни. Почему не решились, говорит Зеленский, среди причин, что Украина не ведет мобилизацию с 18 лет. То есть мы видим уже... Но это уже не проработка, это не там какая-то волонтер или там солдат какой-то говорит, что вот мы придем к мобилизации, надо готовиться. Это информационные шары в лузу, да, вот эти. Это конкретно президент уже говорит. То есть вот он требует всю неделю, даже больше, там, да, каждый день требует. Ермак, как бы по легенде украинской, ездил в США за санкциями. Там вот эти все обстрелы, все выставляется, давайте санкции, давайте что-то еще сильнее. А сейчас уже украинская мобилизация становится как бы тоже, да, производной от вот этих санкций. И, мол, украинцам выйдут и скажут, ну вы же хотите, мы же продолжаем борьбу. Смотрите соцопросы КМИС, которые я упоминал. Поэтому принимайте мобилизацию с 18. Ну и, судя по всему, примут. С 18, женщин, все для фронта, все для победы. Мы много сегодня в Британии посвятили времени, но я вот все равно не могу понять, какая сверхзадача? Ведь санкции с мобилизацией, извините, не связаны. Ни один западный партнер, который все это время, все эти годы дает оружие, деньги, речь идет о многих странах. Ну вот, мобилизация с 18. То есть, как условие помощи. А что это за помощь тогда такая? Что скажете по поводу этого заявления Зеленского? По-моему, оно ключевое. Оно ключевое, я имею в виду, для перспективы, которые вырисовываются по этой войне. Я, честно говоря, не ожидал, что он так честно и нагло такое скажет. Почему? Потому что это действительно является квинтэссенцией. Квинтэссенцией почему? Потому что есть 5 пунктов любой
современной англосаксонской неоколонизации. Я просто их перечислю для того, чтобы стало понятно, почему упор именно на пятое, которое является собирательным результатом. Первое – это дерационализация, то бишь оглупление для того, чтобы люди не понимали, что это происходит. Здесь подключены, естественно, смрад пропаганда, дезобразование и индоктринация с фальшивыми образами и объяснениями происходящего мира. Второе – это деиндустриализация, уничтожить технологический и промышленный потенциал конкурента, забрать у него рынки и заставить его быть покупателем твоей продукции. Эта деиндустриализация прокатилась по всей Восточной Европе, по всему бывшему Советскому Союзу, в том числе и украинцев. И самое скверное, что они заставляли нас уничтожать наши же предприятия, нашими же руками за наш же счет. Но это происходило везде. Третье – это дегуманизация, то есть расчеловечивание. Расчеловечивание означает гей-парады, ЛГБТQ плюс пропаганда, семья – это плохо, полов 37 или 68 или 154 и прочее. То есть это расчеловечивание. Это необходимые вещи для того, чтобы дойти до пункта 5. Четвертое – это денационализация. То есть ты уже не типа болгарин, украинец, русский и так далее. Ты гражданин мира. Раз так, то тогда ничего. И эта денационализация обхватывает и предприятия, и предпринимателей. То бишь все вкусное, важное, полезное, оно не в юрисдикции страны, колонии, в которой оно находится, чтобы не платить там налоги. Они всегда в офшорной регистрации. Все самое вкусное и ценное и в России, и в Украине, оно зарегистрировано именно там, в офшорах, в правильных руках, в правильной юрисдикции, с правильным законодательством, с правильными средствами контроля, с правильным банкирским обслуживанием. Но пятое, самое главное, пятое – это депопуляция, то бишь сокращение населения. Им не нужно такое количество этих завоеванных, колонизированных территорий. Пятый, шестой технологический уклад, такого количества людей у станков в таких больших промышленных предприятиях не нужно. А если люди есть, это означает, что они являются социальной, демографической, политической проблемой для обслуживания и для регуляции. Им не нужно. Что говорила Мадлен Олбрайт, что говорила Маргарет Тэтчер, что говорил Адольф Алойзович Шиклгрубер, он же Гитлер. Но там в России 10-15 миллионов нам нужны, чтобы они добывали вот эти ресурсы, и все остальное нам не нужно. Притом тогда Советский Союз был 300 миллионов. Ну, под конец 80-х годов было 300 миллионов, тогда было 200 с чем-то. Ну, понятное дело, из этих 15-20 миллионов русских в общем собирательном смысле, как они это понимали, можете догадаться, сколько им нужны на территории Украины. Для них все это русские. Они, да, из лицемерного, скажем так, политеса называют гражданинов Украины украинцами, но они прекрасно понимают и воспринимают все как русские. И поляки все воспринимают как русские. Для них нет белорусов, украинцев и русских. Для них все это русские. И для них все это вредная дичь, которую нужно регулировать, сокращать и оставить только самую, скажем так, не модальную, не бойцовскую, не патриотическую, а самую, халуйскую, что ли, самую готовую на рабский труд, что ли, для жизни своей, для мискус, не с рисом, а с чем-нибудь, с какой-то похлебкой, и чтобы они извлекали вот этот черный труд, вот эти недра. Вот это то, что им нужно. Поэтому вы спрашиваете, каков задел, какова цель. Цель очень проста. Руками местной колониальной администрации сократить этого населения и по возможности сократить население и другой страны, которая тоже является, скажем так, целевым таргетом для того, чтобы извлекать их ресурсы, потому что таким образом они сокращают население и России, и Украины, что по сути одно и то же, но это шикарно для внешних операторов. Они с индейцами что делали? То же самое. С индийцами, с индусами что делали? То же самое. С африканцами они что делали? Абсолютно то же самое. Одни против других. Уругвайская война, которая была... Парагвайская, простите, да, там вырезали от 70-90% мужского населения старше 12 лет. Причем против них воевали Аргентина, Бразилия и Уругвай, Аргентина и Бразилия, такие же испаны, такие же люди, одни и те же люди. Но они их истребляли, потому что, грубо говоря, там был список интересных бангстерских, в том числе, причин. Тогда Ротшильды вообще-то этим занимались, но это другая интересная, но очень познавательная история. Почему они не пожалели парагвайцев, почему они не пожалели вьетнамцев, почему они не пожалели бенгали, почему они не пожалели ирландцев, в конце концов, а кто-то думает, что они должны жалеть каких-то украинцев, они не пожалели сербов и югославян, почему кто-то должен жалеть из них украинцев, либо гражданинов Украины?
Ну, слушайте, это не наивность, это уже глупость на уровне ганглийной нервной системы. Хоть какие-то соображалки надо как-то включать. Живем в эпохе интернета, где все эти данные уже оцифрованы, доступны, можно пользоваться поисковиками, все это увидеть и сравнить. Все познается в сравнении, и дьявол скрыт в деталях, а деталей здесь полно, более чем достаточно. Поэтому, если люди действительно считают, что сейчас они сражаются за какую-то свободу с какими-то ужасными кровавыми русскими орками, ну, ребята, чем отличаются вот эти русские орки от того, что у вас есть? Русские все еще обладают, россияне, не русские, потому что русские на Украине не русские, а россияне обладают значительно большими свободами, в том числе и покидать страну свою и возвращаться, чем гражданины свободной Украины. Уж, простите. Ой, какой плохой был Виктор Федорович Янукович, потому что там и коррупция, и много чего, и нам свобода хотелось. Получили свободу? Нет. Кружевные трусики там годятся? Нет. Они от дронов сейчас спасают? Как? А может быть, с банковскими кредитами там решают вопросы? Как это самое? Украина – это Европа? Да, категорически. Это пищевая база Европы. Если вы думаете, что вас кто-то примет на круглом столе вот этой европейской аристократии, где решают вопросы, что делать с быдлом, это даже не обслуга. Это пищевая база. Ну, это да, Европа, и географически Европа, и, скажем так, по культурному коду, и по много чего. Ну, знаете, это Европа до Владивостока, точно такая же Европа. Вся Россия – это европейская модель, это не азиатская модель. Ну, для того, чтобы как-то решить вот эти внешние задачи по сокращению населения, я почему вам говорю, 5, ну, все собираются в пятую точку, как, например, вот ствол руки собирается как дельта вообще-то реки, вот, сокращение населения. И дерационализация приводит к сокращению населения, и деиндустриализация приводит... Что может сделать народ, Пламен? Ну вот смотрите, мы же видим... Можно выключить телевизоры и взяться за умы и понять, что единственная технология, которая исторически воспроизводимым образом побеждала, не просто воевала, сопротивлялась, а побеждала вот именно эту же англосаксонскую колониальную систему, которую они оттачивали 600 плюс лет, и она действительно очень совершенна, народоосвободительное движение. Народоосвободительное движение, которое включает... просветную деятельность для того, чтобы быть противоядием вот этой дерационализации, потом организованная форма и один из блестящих примеров народоосвободительного движения – это то, что сделал Махатма Ганди без никакого выстрела, без никакой пощечины. Потому что он исповедовал принцип ахимса, то бишь принцип ненасилия. Он освободил Индию народоосвободительным движением, не воевав при этом. Есть естественные военные сценарии народоосвободительных движений от колониального рабства. Многие сценарии есть. Но Ганди продемонстрировал, что это можно сделать без насилия. А это, честно говоря, следует изучать. Это невероятно интересно. Поэтому на территории Украины люди должны взяться за умы. Должны понять, что их натравливают и заставляют погибать унизительным, сквернейшим образом за совершенно чужие цели. Даже не за цели Зеленского, за цели Банковой, либо за цели украинских олигархов. Ничего подобного. Они давным-давно настолько подневольные, что только иллюзорно кажутся статусными другими людьми. Ничего подобного. Сокращение населения, и остаются только самые халуйские, самые немощные, самые, скажем так, пугливые, такие зашуганные, которые будут добывать все, что необходимо. Вот они поступали так со всеми. Почему кто-то думает, что с украинцами должно быть по-другому? Ну, люди, изучайте историю хотя бы и 20 века. Не нужен вам там 15, 16, 17, 18, 19 век, когда они делали опять то же самое. Они делают это 600 лет одно и то же. И внезапно кто-то решил, что они будут баловаться, будут обнимать, будут любить, и будут спасать, и будут воевать за Украину. Правда, что ли? Ну, слушайте, ребята, это уже тяжелые, крупнокалиберные, сквозные, черепно-мозговые. Это уже не лечится. Это уже заслуживает судьбу свою. Извините за... Нет, погодите. Тут давайте разбираться. Ведь это очень важный момент. Вот я хочу, чтобы в финале мы тоже его проговорили. Очень просто сказать. Но народно-освободительное движение... Даже сама формулировка осталась где-то в каком-то там, не знаю, 7-8 классе, да, может в 9, в зависимости от того, какой период и какую страну, там, всемирная история или там история, там, например, Украины. Как формулировка, все. То есть мы же видим, что народ не может освободиться от этого ига. Но вот не может. Потому что мир современный, потому что оружие современное, потому что
понятия такие. Потому что если раньше, например, брали шкурами, золотом, там, какими-то продуктами, условно, да, там, и защищали там урожай, да, как бы урожаем, то сейчас совсем другая модель отношений. И получается, что если, например, условно какая-то группа решит и скажет, мы будем освобождать там, народ, мы народно-освободительное движение, ну, объявят террористами, замочат ракетами, закидают бомбами, дронами, уничтожат и, собственно, положат. И на этом народно-освободительное движение закончится, это все понимают. То есть, а прийти, как показала опять-таки практика, к путем демократических выборов, да, к тому, что придет человек, который сможет убедить свой народ о том, что нам нужно идти другим путем, это очень сложно и практически невозможно. Так они же это придумали для колоний, для управления колонией, демократические выборы и президент. Это колониальный инструмент. Они же это придумали. У них монархия, у них королевство, у них лорды. Кто их выбирает? Их выбирает акушерка, которая достает из правильной утробы правильного младенца. Вот и все. Все выборы, вся демократия. Простите, Александр, я вас перебил. Так делать что, поймите? Ну, получается, выхода нет. И выход есть. И выход всегда есть там, где есть вход. А именно, когда я вам перечисляю эти 5 «Д», начинается все с дерационализации. Когда мы будем сражаться на информационно-дезинформационном фронте, открыть глаза людям и разбить камнями вот эти кривые зеркала, либо кривые картины, которые разрисованы как будто прозрачные окна к окружающему миру, через эти дырки люди увидят, потому что теория Геббельса, что скажи 1000 раз одну ложь, и она становится правдой, она, естественно, действительная. Так оно и есть. Однако продолжение следует. Одна правда сказано, рассказано, показано, доказано на понятном языке, убивает 1000 лжей. И этого человека больше не обмануть никакими телеками. Он сам выбросит телек. У меня телека дома нет 13 лет уже как. Совершенно сознательно, естественно. И все больше и больше людей отказываются от телека, потому что телек – это источник жесткой радиации, которая превращает мозговую субстанцию в фекальную такую. И человек начинает думать не своей головой, начинает думать нарративами, которые телек извергает, вместе с рекламами причем. То есть, если мы выиграем битву за дерационализацию и вернем здравый смысл, здравый разум и объясним вот эти процессы, все, которые это поймут, сначала единицы, потом их будет десятки, а потом их будет сотни. И когда их достигнет от 3 до 10%, это будет более чем достаточно. Критический рубеж – это 3% из общества. И если начнут понимать, то тогда они начинают самоорганизоваться. И совершенно не обязательно, чтобы они самоорганизовались, грубо говоря, с оружием в руках. Вы совершенно правильно сказали, что если мы сейчас начнем вести какую-то вооруженную борьбу за освобождение людей, телек скажет, что мы террористы, и даже нас будут сдавать, думая, что они делают что-то хорошее для того, чтобы нас убили, и даже не будут нас арестовать. Однако, если мы ведем эту битву параллельно, либо начиная, либо даже удерживая фронт именно информационно-дезинформационный, те, которые должны нас ловить, нам будут помогать. У меня сейчас в Болгарии примерно такая же ситуация. Каждый раз, когда меня вызывали еще в ковидные времена и так далее и тому подобное, в прокуратуре, в полицию, за то, за другое, за то, что я говорю, за то, что я делал, я ничего криминального не делал. Они мне говорят, они на моей стороне. Все болгарские менты, все болгарские прокуроры, все те, которые... Они сделали так, что я сейчас с вами могу общаться. Я не миллионер, у меня армии нет, я с ними не сражался. Просто они следили, они знали, они понимали, и они стали саботировать ту колониальную систему. И когда вот эти сотрудники колониальной системы начнут ее саботировать, ловя вот такие представители народно-освободительного движения, если с ними разговариваешь по-человечески на понятный язык, для того, чтобы он понимал, что мы боремся не за свое личное счастье, а потому что наше личное счастье, даже если у меня будут миллионы или сотни миллионов, невозможно в среде несчастных людей. Ты не построишь личное счастье в среде несчастных людей, кроме как если ты изверг какой-то, если ты уродина какая-то, тяжело сломанный человек. Я не могу никакими миллионами купить счастливое детство моих детишек, если они будут играть на улице с несчастными детьми несчастных родителей. А я не могу никакими миллионами сделать, скажем так, счастливое детство для тех детей, других несчастных родителей, потому что это проблема политическая, а политическая в нашем конкретном случае это колониальная, внешнеуправляемая. Когда мы сами управляли себя в составе Советского Союза, в космос летали. А сейчас
Вот такие экзистенциальные, понимаете ли, вопросы, колючая проволока и стрельба по всей границе, ТЦКшники, бусификация, сопротивление и смерть. Страшная человекоубийственная смерть везде. Ну, когда ты распрощался со своей родиной, и ты ее сдал и сказал, я хочу сепаратизма на Беловежской пуще, все это следует неизбежно. Все это абсолютно прямая причинно-следственная цепочка, как ядерная реакция, которую можешь ускорить либо замедлить, но она не может не произойти. Родину сдал, получи по счетам. Если ты сдаешь родину, какая родина хочет, чтобы тебя защищала? Более того, поскольку это сделали то же самое и в Москве, в Московском военном округе, вот тебе и результат. И там предатели, и в Киеве предатели. Если кто-то думает, что я сейчас буду топить за Скобеева и за так далее, ничего подобного. Я для них такой же враг, как для администрации Банковой. И там предатели, и там предатели. Единственный, который постарался сохранить человеческий образ и то, что можно было сохранить, хотя это была самая маленькая из русских республик, Беларусь, батька Лукашенко. 94-й год взял руль и, слава богу, сохранил все, что можно было сохранить. И продолжает удерживать. Ой, он им помогал. Слушайте, ребята, кто москаляки на геляки кричал и орал? 2014 год. Кто людей убивал? Кто вот эти крымские автобусы там в районе Корсуна, там с ними издевался? Кто вообще-то обстрел Луганского 2 июня сделал? Кто 2 июля сделал обстрел, скажем так, станицы Луганской? Людей, кто сжигал и убивал в Одессе? Все то, это кто-то другой, что ли? Анунаки, американцы, британцы, американцы. Кто это делал? Это делали те, которые типа хотели, кружевные трусики, вот такой кровавой ценой против народа своего же. Потому что до этого момента Москва, даже при все мои очень тяжелые упреки насчет этой действительно предательской верхушки Кремля, которая сейчас правит, она та же самая ельцинская, только с различными фотографиями, и время просто календарь поменялось, все то же самое. Но разве до этого они как-то помышляли вообще-то идти каким-то оружием? Как сказали, что здесь будет НАТО, здесь мы туда-сюда, а это означает, что подлетное время от Сумы, от Харькова до Москвы будут от 5 до 7 минут. И все дела. И дальше все это неизбежность. Абсолютная неизбежность. Ты пошел против брата, друга, сонародника своего и думаешь, что как-то то должно быть это бесплатно. А нас-то за что? А вот за это, ребят. За Беловежскую пущу и за всего после этого. Причем ребята не только киевские, ребята и московские. Они в этом соучаствовали, конечно. Все хороши, за исключением Минск. Минск держит единственно правильную пока что линию. Но, правда, они самые маленькие. Поэтому это будет, наверное, не просто тяжело, может быть, будет на некоторое время все еще невозможно. Вы правильный вопрос задаете, как это сделать. Долгий разговор, наверное, с продолжением. Пламен Пасков был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за то, что нашли время и поделились своими мыслями. Спасибо вам огромное, всех благ всем. И братья, сестры, товарищи, дамы и господа, друзья, не друзья, господа офицеры и вся остальная непьющая сволочь, выключите, пожалуйста, телевизоры. Поэтому я вам сегодня говорил о дерационализации. Включите мозги, и все остальное приложится. Рано или поздно. Продолжение следует. Будьте с нами, будьте здоровы. Берегите себя, всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.